Всем привет! Меня зовут Екатерина Блинова. В этом видео я покажу, как оплести кабошон. У меня есть кабошон Агата, его я и буду оплетать. Кабошон хорошо приклеиваем к фетру и даем подсохнуть. На изнаночной стороне фетра завязываю узелок, тем самым закрепляя нить. Нить я вывожу на лицевую сторону и приступаю к оплетению кабошона. Первый ряд я пройду бисером Тоха 11 размера. Итак, набираем 2 бисерины и вводим иглу у основания кабошона. Подтягиваю нить и вывожу иглу на лицевую сторону между двумя набранными бисеринами. И вывожу иглу в соседнюю бисерину. Таким образом я прошиваю до конца ряда. Вот что у меня получилось после того, как я прошла ряд. Для плетения первого ряда я возьму бисер Делика. Оплетать буду мозаичным плетением, то есть буду идти через одну бисерину. Набираю бисеринку Делика, прохожу через бисерину 11 размера и подтягиваю. Потом набираю еще одну и опять подтягиваю. Таким образом прохожу до конца ряда. Теперь мне нужно выйти в следующий ряд. Для этого я прохожу в бисерину Тоха 11 размера и вывожу иглу в соседнюю Делику. Вот что у меня получилось. Таким образом, я оплету по кругу еще 2 ряда делики, при наборе хорошо подтягивая нить. Это дает бисеринам возможность плотно прилечь к кабошону. Итак, оплетать делика я окончила. Посмотрите, как бисеринки прилегают к кабошону и не дают ему выпасть. Последний ряд я пройду бисером Тоха, тем самым окончательно зафиксируя кабошон.
Я опять поднимаюсь в дельку, набираю бисерину 15 размера и пропускаю ее через соседнюю дельку. Таким образом я пройду до конца ряда. Я почти закончила оплетение кабошона. Мне остается спрятать рабочую нить между бисеринами. Для этого я опускаюсь в нижние бисерины и пропускаю через них иглу, двигаясь в сторону изнанки. Вывожу иглу на изнаночную сторону и закрепляю нить узелком. Вот такая оправа у меня получилась. Надеюсь, данное видео будет вам полезно. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Буду рада на них ответить.